Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Сегодняшний расклад — это расклад на неделю. Неделя с 1 по 7 июня. Давайте мы посмотрим, что вам готовит предстоящая неделя, какие карты вам сегодня выпадут. Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, будет перекликаться с тем, что происходит непосредственно в вашей жизни, в вашей ситуации. Пишите ваши отзывы, оставляйте ваши комментарии. Я буду рада ответить на ваши сообщения. А также не забудьте подписаться, кто еще не подписан на мой YouTube-канал, чтобы меня легче было найти в дальнейшем, если вам расклады подходят, если они перекликаются с вашей жизнью. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у Козерогов. Неделя с 1 по 7 июня, первая неделя лета. Что она готовит нашим Козерогам? Козероги. Посмотрим по дням недели, то есть начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, достаем на каждый день недели по одной карте. Сначала из основной, а затем из дополнительной колоды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта — карта шестерка жезлов, карта победителя, карта человека успешного, карта человека, который достигает хорошего результата и вызывает восхищение у окружающих вот этими своими действиями. Да? То есть по шестерке жезлов вы в чем-то успешны. Вы что-то могли успешно бы завершить в понедельник. Вы здесь проявляете себя как лидер, ведете за собой толпу, возможно, обращая на себя внимание и заряжая других людей какой-то идеей своей. То есть вы можете быть идейным вдохновителем, вы можете быть человеком, на которого ориентируются другие люди, таким ориентиром для окружающих. Вы здесь можете принимать какие-то мудрые решения. Смотрите, как солнышко вышло еще, да? Тут как раз на ваш расклад, на других не выходило. Карта шестерка жезлов, она вот показывает вот этого победителя. То есть это чувство победы. Я смог или я смогла достичь этого результата. Так, надеюсь, вам солнце не мешает, но мне, по крайней мере, очень приятно. Тепленькое такое солнышко. Так, шестерка жезлов. Давайте посмотрим дополнение, что здесь у вас есть еще на понедельник. Почему у Козерогов выпала эта шестерка жезлов. Тут же много огня, принц жезлов, много энтузиазма, много такого вот желания действовать, достигать, делать, побеждать, в конце концов, по принцу жезлов, вот какие-то крайности впадать, да, если это необходимо, но ради победы, ради цели, ради результата. Готовность ехать на какие-то собеседования, выполнять какую-то работу, совершать какие-то встречи, да, и вы здесь заряжаете других своим вот этим энтузиазмом, огнем, порывистостью, решительностью, да, соответственно, транслируя это в окружающий мир, передавая другим вот эту энергию, показывая себя таким образом, и получаете хороший результат, да, движения. Дальше карта королева мечей, это воздушная стихия, и может быть общение с воздушным знаком или что-то важное, происходящее в вашей жизни с воздушным знаком зодиака, это весы, близнецы или водолеи. Королева мечей — это королева, которая очень амбициозная, которая очень властная, которая карьеристка по натуре. Если мы говорим не про общение с воздушным знаком, может быть, вы проявляете качество этой королевы. То есть вы ведете себя таким образом, реализуя свои карьерные амбиции, к примеру. Или будете очень проницательны, внимательны к деталям, где-то чуть-чуть риски в общении с окружающими, потому что говорите то, что думаете, что чувствуете, свою правду, да, вот как будто бы не скрывая своих мыслей. Говорите, что есть, как есть, как думаете. Вот она, королева мечей. Нужно быть осторожнее, чтобы ни с кем не поссориться по этой карте, потому что такая прямолинейность, она иногда может ранить и задевать других людей. Но в целом карта сама по себе, особенно для работы, допустим,
так она неплохая вполне. Но здесь она выпадает еще и с тройкой мечей, то есть могут быть переживания из-за того, что с кем-то поссорились или с кем-то конфликтуете, или вот ваша проницательность или какая-то детализация может кого-то ранить, больно задеть, или какой-то сарказм, саркастичное замечание может здесь кого-то ранить или разбить сердце, или какие-то неприятности могут здесь возникнуть из-за этого, из-за того, что кто-то что-то сказал, или вот, да, по карте королева мечей сказала какую-то правду, которую можно было бы не говорить. И дальше карта смерть. Карта, которая показывает изменения в отношении к какому-то вопросу, трансформация, которая происходит в вас или в вашем окружении. Что-то меняется, что-то трансформируется, что-то видоизменяется. Может быть, вы меняете отношение к чему-то, какому-то вопросу, который в вашей жизни есть, или какой-то ситуации, или завершается что-то, завершается какая-то работа для вас, какой-то проект, то есть что-то завершается, может быть, вы завершаете работу, уходите в отпуск, то есть вот что-то такое здесь может происходить по карте смерть. Карта смерть, карта завершения. Кстати, карта Скорпиона еще. Карта Скорпиона и шестерка кубков тоже карта Скорпиона. То есть завершение может быть связано с таким человеком такого знака, а может быть по шестерке кубков. Шестерка кубков — семья, семейные какие-то праздники, все, что связано с общением с близкими, с семьей. То есть здесь может быть завершение, потому что в вашей семье вот у кого-то какой-то переходный этап. Да, у вашего ребенка там выпускной в школе или выпускной там еще в какой-то, не знаю, музыкальной школе, то есть как что-то завершается. Это касается вашего ребенка или вашей там ваших близких, кого-то из ваших родственников. То есть завершение этапа, начало нового периода. Шестерка кубков. Также завершение, которое дает ощущение спокойствия, умиротворения, что вот что-то завершается, ну и слава богу, да, так лучше. Завершение какого-то вопроса, связанного с детьми, как завершение. Может быть, день рождения. Вас приглашают на день рождения, потому что это как переходный этап тоже. Это день рождения там у ваших родственников, допустим, или у родственника, или у друга, который для вас очень близок, как родственник, допустим. Поэтому, ну, как член семьи, скажем. Тоже завершение период. Может быть, здесь ваш ребенок, не знаю, куда-то уезжает, или кто-то из родственников, тоже как расставание, поэтому карта смерти уезжает, да, на какое-то время вы не будете видеться, тоже как вариант может об этом говорить. Карта туза пентаклей, карта процветания, денег. Сам по себе туз пентаклей говорит о независимости, удачливости, о финансовой какой-то независимости, которую вам дает этот пентакль. И королева пентаклей тоже, это ваша стихия, кстати. Королева пентаклей, земная стихия, земной знак, здесь ваши козероги. Может быть, общение с девами, тельцами, тоже земными, как вы. Но вы здесь нацелены на получение денег, на работу, на трудолюбие какое-то, которое приносит вам результат или дает вам ощущение независимости. Может быть, здесь вы не работаете, но у вас достаточно средств, чтобы чувствовать себя независимыми, финансово успешными. Да, то есть вот это ощущение постоянства в вашей жизни и стабильности, которую дают финансы. Двойка пентаклей — несколько вариантов или несколько возможностей, которые у вас могут иметь место быть в пятницу, и вы как будто бы колеблетесь, выбираете из этих двух вариантов. Также здесь много суеты, много дел, много задач, которые нужно, как белка в колесе, бегать, выполнять, делать. То есть здесь вы стараетесь успевать все, ничего из виду не терять, чтобы не терять контроля над ситуацией. То есть двойка пентаклей, она об этом, плюс передвижение. Много передвижений, мелких каких-то вопросов, которые вы решаете вместе с колесницей. Тем самым вы какой-то вот как рывок вперед, движение вперед совершаете, то есть двигаетесь вперед благодаря тому, что не останавливаетесь, то есть находитесь в этом хаосе, в этом движении постоянном. Да, может быть, какие-то эмоциональные качели здесь будут, но в любом случае по колеснице это движение вперед. Могут быть поездки, тоже какое-то движение, прям куда-то принимаете решение поехать здесь, или выбираете, куда поехать, или принимаете решение касаемо транспорта, какой-то выбор тоже может быть. И дальше принц мечей, карта воздушной стихии, воздушного знака, возможно, общение с воздушным знаком, это весы, близнецы или водолеи, или ваша решительность, настойчивость и напор
напористость в каких-то делах по рыцарю мечей, когда вы очень смело решаете какие-то финансовые вопросы или задачи, когда вы не откладываете что-то на потом, делаете сейчас, когда вы уверены в своих силах, соответственно, достигаете своих целей, добиваетесь, и по тузу дисков, скорее всего, очень успешно это делаете, удача на вашей стороне здесь будет. И, кстати, колесо фортуны, которое здесь тоже есть у вас в воскресенье, показывает, что действительно удача на вашей стороне. И вы можете принимать важные, поворотные, судьбоносные решения на этой неделе по колесу фортуны. Фортуна здесь говорит об каком-то даже азарте, который вы испытываете вот в том, как вы живете, что вы делаете, выходные дни в частности, вместе с принцем жезлов, то есть какой-то удачный шанс может выпасть, удачный шанс, хорошая возможность, хорошее предложение, хорошая новость, которая будет считаться для вас успешной, удачной, тоже что-то вот очень радостное может произойти, что вы будете считать своей фортуной, которая вам улыбается здесь по принцессе жезлов. Достаточно хорошая карта, тоже хорошее сочетание карт, которые у вас есть. Возможно, нужно быть немножечко осторожнее вот здесь вот вторник, среду, а так карты очень-очень замечательные. Пишите в ваших комментариях, в ваших отзывах, насколько видео вам подходит, насколько расклад перекликается с конкретно вашей ситуацией. Надеюсь, солнышко, которое здесь выходило, вам не помешало, а только порадовало меня, по крайней мере, чуть погрело. Не забудьте обязательно подписаться, я еще раз скажу об этом, потому что многие просто теряют потом мои видео, не находят или спрашивают по много раз опять, когда пишут мне комментарии, и мы забыли, как называется канал, как вас найти. Очень просто, то есть просто подписывайтесь, и алгоритмы YouTube потом выкидывают постоянно в рекомендациях, если у меня выходят новые видео. Таким образом мы не теряем связи друг с другом. Итак, на этом сегодня все. Берегите себя, берегите своих близких, и до скорого.